Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Давайте посмотрим, что произойдет в новой серии. Почему сериал Тапнт заканчивается? Вернулся ли Арас, чтобы жениться на Аслы? Все ли узнают, что Хулья – мать Мелике и Аслы? Что сделает Рейхан, когда узнает, что Мелике не ее дочь? Мелика убили за то, что она искала свою мать. Наемник Метина убивает всех, кто ищет мать Мелике. Что скажет Рейхан, когда встретится с Метином? Скажет ли Арас Аслы, что Мелике – ее близнец? Скажет ли Хулья медсестре, которая забрала у нее Мелике, что она в сговоре с Метином? Убьет ли Джахид кардиолог Аслы и его, чтобы он не узнал о Мелике? Все это и многое другое в этом видео. Если вы считаете, что Черпынты не должен быть финалом, и хотите увидеть Аслы и Араса счастливыми, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра. Вопрос о том, почему сериал Черпынты заканчивается, решен. Предположительно, сериал так и не достиг ожидаемых рейтингов. Несмотря на то, что он попал в топ-10, его рейтинги не оправдали ожиданий. Это и привело сериал к финалу. Тревога, которая нарастала в Арасе после поездки в Дубай, возвращается, когда он звонит Аслы по видеосвязи и видит ее в доме матери. Заметив неуверенность в глазах Аслы, Арас решает перенести свой обратный билет и уезжает, никому ничего не сказав. Вернувшись, Арас осознает всю тьму в жизни Аслы, понимает, что ничто уже не будет прежним, и решает, что должен рассказать Аслы правду, чтобы исцелить ее. Поэтому, вернувшись, Арас попытается при первой же возможности объяснить, что у Аслы есть сестра-близнец и что Мелике на самом деле ее сестра. Ведь смерть Мелике заставит ее осознать, что Аслы жила во тьме, о существовании которой она и не подозревала, и что сокрытие этой правды навредит Аслы, а не защитит ее. С возвращением Араса растущая цепь тайн Хюльи Ханем внезапно достигает критической точки. Открытие Хюльи того, что Мелике может быть ее дочерью, глубоко шокирует ее, и она поймет, что скрыть эту правду невозможно. Поэтому Хюлья не сможет скрыть своего потрясения, и когда Сезен и Мурат узнают об этом, слухи, распространившиеся по особняку, быстро подтвердятся. Таким образом, правда о том, что Хюлья – мать и Аслы, и Мелике, начнет распространяться среди нескольких человек, достигая точки, когда секрет больше не сможет оставаться в тайне. В тот момент, когда Рейхан Ханем узнает, что Мелике не ее дочь, она поймет, что вина и давление, которое она испытывала годами, на самом деле являются частью заговора, организованного другими, и она испытает серьезный срыв. Узнав эту правду, Рейхан будет винить себя как в смерти Мелике, так и во всех травмах, которые пережила Аслы, что усугубит ее боль. Она также решит продолжить преображение медсестры много лет назад. Это решение откроет для Рейхан период, когда она впервые будет искать ответы самостоятельно. Правда о том, что Мелике была убита за то, что искала свою мать, постепенно начнет раскрываться. По мере того, как люди, с которыми Мелике встречалась перед смертью, следы нанятого ею детектива Мирьем Ханем и давний план медсестры переплетаются, становится ясно, что эта смерть не была обычным убийством. Раскроется тот факт, что за Мелике следили на каждом шагу в поисках матери, и станет ясно, что этим преследованием занимался человек, которого Метин Бей нанял много лет назад. Таким образом, одна и та же тень будет появляться за каждой дверью, за которой следует Мелике. Метин Бей будет загнан в угол требованием Рейхан дать объяснение. Когда Рейхан спросит Метина, был ли он причастен к темным событиям, произошедшим в больнице много лет назад, сотрудничал ли он с медсестрой и почему умерла Мирьем Ханем, Метин впервые будет вынужден рассказать часть правды. Хотя Метин утверждает, что в прошлом принимал меры для благополучия Рейхан, он будет утверждать, что все, что он делал, было на самом деле ради защиты семьи. Однако эти объяснения не развеют подозрения Рейхан, и их связь еще больше пошатнется. Когда Хюлья Ханем доберется до медсестры, которая забрала у нее ребенка много лет назад, она узнает, что эта женщина действовала не одна. Хотя медсестра утверждает, что подменила двух детей, рожденных много лет назад, по собственному желанию, она подразумевает, что была не одна в этом, что кто-то другой придал ей смелости.
Это указывает на вероятность того, что медсестра сотрудничала с Метином, и Хюлья постепенно начинает понимать цепочку событий, стоящих за смертью Мелике. Узнав эту информацию, Хюлья преодолевает первоначальный шок и обретает еще большую решимость защитить своих детей. Кардиолог Аслы Джахид Бей невольно окажется в опасной ситуации среди всех этих тайн. Болезнь Аслы, с которой она столкнулась с рождения, ее связь с Мелике и ее вмешательство в документы, хранящиеся много лет, внесут Аслы в список наблюдения. Темная сила, связанная со смертью Мелике, помешает Джахид Бею узнать правду, и Джахид Бей начнет подвергаться угрозам. Таким образом, попытка заставить Джахита замолчать создаст новый уровень опасности, и если он подберется слишком близко к истине, он станет тем, кого, как и Мелике, необходимо устранить. По мере того, как все эти события переплетаются, Аслы осознает, что чувство потери, потерянные фрагменты прошлого и смерть Мелике указывают на одну точку. Стремительное падение всего с возвращением Араса сблизит Аслы с Арасом, его семьей и ее собственной личностью. Однако каждая раскрытая правда принесет новую тьму, и всем придется столкнуться с большей опасностью, пока этот узел не распутается. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своими ценными отзывами в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.